Для меня, конечно, как я думаю, как для любого спортсмена, главное это победа. То есть либо ты победитель, либо ты проиграешь. Меня зовут Владислав Шелико, мне 21 год. Я мастер спорта международного класса по плаванию, участник Олимпийских игр. Это началось, когда мне еще было 13 лет, то есть мы были на спортивно-тренировочном сборе на Иссык-Куле. Я плыл на тренировке, и в тот момент что-то мы вышли на озеро, я смотрю на это озеро и думаю, возможно ли, когда-нибудь, может, у кого-нибудь получится это сделать, вообще переплыть, хотя бы попробовать. Шло время, как-то это, знаете, как засела во мне эта мысль. То есть я плаваю в бассейне 50-100 метров максимум, а тут такие заоблачные для меня дистанции, которые я на тренировках за неделю проплываю, тут нужно за день, то есть за один раз прыгнул и поплыл. Целенаправленно именно к этому заплыву я готовился всего 3 месяца. А сама подготовка, можно сказать, шла всю жизнь. То есть я плавал, нарабатывал эти километры. То есть перед тем, как начать этот заплыв, мне предлагали сделать заплыв 24 часа в бассейне. Я отказался, потом сказали, давай в ширину переплывем хотя бы, туда-обратно попробуешь. Я говорю, нет, если я поплыву в ширину, я никогда в жизни не захочу плыть в длину, потому что я пойму, что это. Первый день, получается, как мы начали заплыв, мы проплыли 60 километров. У меня была цель проплыть первый день, насколько возможно много, потому что там Кракольский залив, как мне говорили, там самая холодная вода, но я это и ощутил, да, там самая холодная вода, я плыву и понимаю, что, в такой воде я не дотяну ни в любом случае. К началу второго дня я проснулся и понял, что я не могу поднять левую руку. То есть левый плечевой сустав все полностью отвалился, развалился. Подхожу к врачу, говорю, и так. Он говорит, надо терпеть. Начал распределять нагрузку больше на правую руку. Со второго дня, я дотерпел более-менее. Во второй день у меня правая рука начала тоже отваливаться. Начали пить обезболивающее, протерпели второй день. На третий день у меня начали болеть локти. Из-за того, что волны идут, даже самые маленькие волны, то есть ты делаешь грибок, волна бьет по суставу, то есть все суставы начали отваливаться, грубо говоря, миллион вот таких поднятий грибка, поднятия руки, проноса его, все равно организм не готов к такому, в любом случае к тому невозможно подготовиться. Я успел подумать обо всем еще в первый день, продумать всю свою жизнь наперед до конца, еще лет на 20 вперед минимум. Времени было предостаточно, потому что просто 15 часов находиться самому с собой, грубо говоря, ты поплыл, дно, горы, грубо говоря, одна картинка, и это преследовало меня постоянно, вот остальное, весь заплыв, я плыл и видел слева рыбу, справа человек. То есть настолько все это было реально, что я вот смотрел на них, рассматривал, и все это, как знаете, я думал, крыша едет, честно. Но страшное дело. Потом все, я вылез, все это пропало, как-то все эти галлюцинации, можно сказать. Но научился входить в транс. Честно, самая тяжелая мысль была в третий день, потому что мы вроде уже столько проплыли, уже столько сделали, столько плывем. Каждый раз, когда я останавливался, то есть я выходил, смотрел на карте на телефон и думаю, мы вообще не двигаемся. То есть в первый день мы проплыли 60 километров, я останавливаюсь, смотрю карту, увеличиваю, думаю, насколько мизерно, насколько маленький я на карте. Да, я думаю, куда мы плывем, на что я подписался, что я делаю. Мы уже проплыли 3 дня, берега даже не пахнет берегом. То есть 4-й день мне стало легко, то есть я забыл про все свои травмы, про все свои в голове проблемы, о том, что все тяжело, все плохо. У нас с командой был такой план, то есть сыграть драму, знаете, что мне тяжело, что мне сложно. Я думаю, как люди отреагируют, если я выйду, я в классном настроении, все хорошо со мной. А в итоге оказалось, знаете, 5-й день мне было настолько сложно, настолько все это
вот эти 5 дней не прошли даром, что вот именно в 5-й день меня настолько накрыло, можно так сказать. У меня болели все, у меня все травмы с 1-го, со 2-го, с 3-го дня, они начали вылазить, и все это давить на меня. И каждый километр давался настолько сложным, что вот прям, километра за 3 до берега я останавливаюсь и говорю своей команде, я просто поворачивался, говорю, я сейчас умру, наверное, мне настолько плохо, мне настолько тяжело. Все резервы организма опустошены, сил нету, ни моральных, ни физических. Я полностью опустошен, я смотрю, вроде мы близко, да, вроде все хорошо. На меня начал давить масштаб, наверное. То есть перед началом я думал, это будет такой, знаете, как бы для... с Иссыкуля там пару людей приедет, то есть, человек 20, может, соберется, будет круто, да, так, типа, там в Инстаграме на меня человек 10 подпишется после этого, я думаю, блин, классно, да. А тут такой масштаб, мы подплываем к берегу, и я уже вижу, что там больше 1000 человек стоит. Все это такой гул, знаете, все хлопают, все кричат, все настолько рады. Красава, молодчик! Ура! Для меня, страшновато было, если честно. Но было круто. То есть, если ты выбираешь спорт, то тебе приходится все время уделять своему режиму, своему питанию, своим тренировкам. То есть иногда там смотрю на сверстников, которые гуляют по клубам, ходят. Я не могу себе такого позволить. То есть я знаю, что у меня, если я сегодня не высплюсь, завтра я не пойду на тренировку, завтра мне будет плохо на тренировке. То есть одна пропущенная тренировка — это, можно сказать, один недостающий кирпичик, 1 секунда на финише, 1 проигранное место. Из таких еще из больших грандиозных планов у меня этим летом, переплыть озеро вокруг. То есть сделать какую-то цель, идею прикольную придумать. И, может, даже благотворительную какую-то, чтобы все это получилось. Вокруг переплыть Иссык-Куль. Это выйдет около 500 километров. Это побольше, чем в ширину, да, но я думаю, все реально, все получится. Были идеи, конечно, переплыть Ла-Манш, какой-нибудь залив, пролив, но не знаю. Пока хочу закрыть уже окончательно цель Иссык-Куля, то есть и так его переплыть везде, чтобы уже для себя как-то закрыть эту цель. Все равно, знаете, вокруг остается такая задача.